Добрый день, друзья! Нет ничего лучше и вкуснее домашнего хлеба. Я часто пеку и пробую разные рецепты. Этот покорил меня сразу. Мягкий, ароматный, воздушный. Но и выглядит он весьма необычно, как маленькие пузырики, которые вот-вот лопнут. Итак, тесто у нас будет дрожжевое. В миску выливаем 180 мл теплого молока, также добавляем второй вид молока, это сгущенное, его нужно 115 грамм. Сгущенка должна быть комнатной температуры. Высыпаем 6 грамм сухих дрожжей, перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем на 10-15 минут. В данном рецепте я соединила два вида молока и таким образом получила максимально нежный сливочный вкус у хлеба. Далее добавляем сухие ингредиенты, а именно соль и муку. Муку для хлеба, да и в принципе вообще для любой выпечки обязательно просеиваем. Когда вмешали всю муку, добавляем 30 грамм очень мягкого сливочного масла. И продолжаем вымешивать тесто в течение 5 минут. Оно получается мягкое, эластичное и не прилипает к рукам. Кладем его назад в миску, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на подъем. Я ставлю в электрическую духовку, включенную на 40 градусов. Дверцу закрываю. Через 30 минут мое тесто готово. Перед работой с тестом руки смазываем растительным маслом. Посмотрите, насколько оно нежное и эластичное. Ну а сейчас самый сложный процесс приготовления этого хлеба, а точнее затратный по времени. Это разделение теста на маленькие кусочки. Их должно получиться ровно 61 штучка. Стараемся, чтобы все кусочки были приблизительно одинакового размера. Затем каждый кусочек теста нужно округлить. И шарики из теста кладем под пакет, чтобы они не заветривались. Этот рецепт просто создан для приготовления вместе с детьми. Они получают огромное удовольствие от лепки, да еще и помогают маме. Также из ингредиентов нам нужны молоко и кунжут. Кунжут рекомендую заранее обжарить. Каждый шарик теста обмакиваем в молоко, а половину шариков обсыпаем еще и кунжутом. Выкладываем их на застеленный пергаментной бумагой противень поочередно. Первый ряд это 5 шариков. Каждый последующий увеличиваем количество на 1 шарик. Самый большой ряд состоит из 9 шариков. Именно он середина хлеба. Согласитесь, что получается очень красиво и необычно. Накрываем хлеб полотенцем и даем постоять 15 минут. Вкус пузырчатого хлеба напоминает мне молочный батон. Если вы хотите сделать его более сладким, то увеличьте количество сгущенного молока. А вместо кунжута шарики можно обсыпать маком. Отправляем наш хлеб выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Прошло 25 минут. Вот такой красивый, румяный и очень ароматный хлеб получился в итоге. Достаем его из духовки и сразу, еще горячий, обмазываем растопленным сливочным маслом.
Такой хлеб удобно есть, отрывая небольшие булочки, которые в диаметре не больше 3 см. Он нравится всем без исключения. А самое главное, что и на второй день хлеб такой же мягкий и воздушный. Пробуйте. Если понравился рецепт, поставьте пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал и готовьте вместе со мной. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».